Друзья, сейчас мы уже дома, и сейчас появилась информация, что уже Facebook ограничивает по скорости, то есть могут заблокировать и Instagram, и YouTube. Вот на всякий случай оставлю ссылку под видео на Яндекс.Дзен, это аналог YouTube у нас в России, что-то заблокируй. Увидимся там, а у вас сейчас начнется ролик. Друзья, привет, всем огромный. Наверное, будет единственное видео, когда я скажу, что недобрейшее утречко, ничего, сегодня 24 февраля. Сами знаете, что в этот день случилось. Вот, а мы так вот по совпадению обстоятельств летим домой. Сейчас уже часов 5, я даже не знаю, сколько сейчас времени, мы в 2:30 должны были вылетать. Естественно, вы уже знаете, что происходит с аэропортами, с перелетами, да, вокруг России. Половина России закрыта, вообще пространство над полетами Украины все закрыто. Через сторону Баку, там облет через Европу, я вам сюда скрин прилеплю. Покажу, вот так вот совпало, что в этот день мы должны лететь домой в Россию. Билеты уже у нас куплены были давно. Никакого политического, своего мнения я высказывать не буду, чтобы не разводить демагогию никакую. Вот. Но, а вы обязательно все равно выскажите свое мнение под видео, как вы считаете, потому что, как в Instagram я проводил опрос, но еще до 24 февраля 22 я проводил, до наступления войны. Вот. До 55% за ответили, остальное 45% нет. Вот. Но это вопрос был не про наступление войны, а вот вообще то, что первоначально начиналось. Мы сейчас в аэропорту, в порту немного народу, потому что все прилетели, у нас стойка вообще пусто, потому что все прилетели в 2:30 на регистрацию, а мы, естественно, дома сидели, потому что жена отследила, что вылет задержан, мы смотрели, как самолет у нас вылетит, и только после этого поехали, поэтому здесь пусто. А, конечно же, в первую очередь я хочу всем пожелать мирного неба над головой и Украине, и России, и вообще всему миру, конечно. Хотелось бы, чтобы все эти вопросы решались только миром. Но и также хочу сказать украинцам, что все, что сейчас происходит, это не во власти народа России. Потому что кто-то может обозлиться сейчас на русских, кто-то еще что делает. То есть мы, Россия, вы знаете, народ ничего не решает в нашей стране. Все это все прекрасно знают. То, что сейчас происходит, это решает только наше правительство. Грустно все, конечно, очень грустно. Голова вообще ужасно не соображает, да. То есть я там утром проснулся сегодня, просто увидел обращение Путина и, честно говоря, был просто в шоке, просто в адском, я не знаю, все. Наверное, как у всех была реакция. Там казалось, что на секунду, что вообще не понимаешь, что происходит. Вот. Все это, конечно, очень тяжело. Вот. И, конечно, многие скажут, что легко говорить, когда ты находишься не там. Нелегко, друзья, говорить. Конечно, мы все прекрасно понимаем, что все это началось. Никто не понимает вообще, чем это закончится, что будет дальше. Я вообще не знаю, буду ли я выкладывать это видео, потому что у меня еще и перед этим кучу видео я наснимал, веселых, позитивных, да, и как их сейчас выкладывать, конечно, мне кажется, это просто, неуместно. Может быть, с одной стороны, с другой стороны, то, что сейчас происходит, и мы все видим, да, в новостях, по телевизору, все эти сводки, это, конечно, пипец. И нам как-то всем надо отвлекаться от этого. Я сам отвлекаюсь по-другому, я смотрю сразу что-то инвестиционное, какие-то темы, да, что будет с рублем, с долларом, да, пытаюсь как-то, потому что всем нам дальше жить, да, что будет вообще с деньгами, и всем нам кормить семьи свои. Я сразу переключаюсь на финансовую, я, конечно же, все смотрю, все это переживаю, а потом немножко стараюсь себя переключить более как-то в экономическую структуру, вот, смотрю аналитиков всяких разных, потому что сам в YouTube, вот, и пытаюсь как-то какие-то выводы сделать с рублями, с долларами, что-то где-то там конвертировать, вот. Акции там все свои поскидывал, потому что дальше, не знаю, может быть, только падение, да, если что, потом докуплю. Вот, в общем, все старался повыходить. Вот, даже это не экономический совет, да, что-то осталось у меня. Вот, и так рынок был в просадке, сейчас еще хуже. Вот, если видео буду выкладывать, то смотрите их и, заряжайтесь этим позитивом, и ни в коей мере не воспринимайте как оскорбление, вот, потому что это уже все отснято, это надо смонтировать. Я много чего наснимал, и квартиры, и пляж, и отдых, и отели я снимал, в отеле мы были, очень все поснимал. Дай бог сил нам всем. Вот. Давайте так немножко развею вас немного, а то что-то и так всем, конечно, грустно, тяжело. Расскажу. Смотрите, сейчас контрольную паспортный прошли. У меня вообще 2 бутылки воды, у всех по воде. Ни у кого ничего не отобрали вообще. Только я ноутбуки сразу выложил с планшетами. У меня с собой пол-рюкзака еды, потому что я не знаю, сколько мы проведем в аэропорту, сколько в самолете. У меня там чего только нету, там орехи, шоколадки, яблоки, там вообще что только, даже яйца вареные просто с утра наварил побольше, остались, тоже с собой все взял, хлеб, колбаса, в магазине накупили, очень много всего.
Вот. Ну, потому что мы не знаем, как сейчас тут вылет. Ну, тут, я думаю, вылет без проблем будет, потому что очень мало народу в аэропорту. Ну, стандартно это зима у нас, плюс уже все раньше зарегистрировались. И по прилету может быть проблема, потому что очень много рейсов сейчас летит в Москву. Прям очень много. Кстати, да, Россия там огромная. А сейчас все там, весь юг, он не принимает никаких рейсов, а люди все равно летят отовсюду. Кто-то сейчас из Сочи вылететь не может. Ну, естественно, за Россию уже с юга не летят, но прилетать надо. И получается так, что все летит в Москву. И сколько мы там можем в самолете посидеть, тоже неизвестно. Но я вам покажу все, сниму, расскажу, сколько нам будем сидеть. Duty free, стандартно, все. Ничего вообще даже брать не хочется, никакого желания ничего покупать. Вот. Ну, я думаю, как у всех сейчас в этот день. Да, у нас номер выхода еще не назначен, потому что самолет еще даже не прилетел, ничего, в воздухе летит. Скоро уже стемнеет. Вчера я им записывал одно видео, как, конечно, не хочется уезжать в Турцию, как грустно. Вот, не знаю, потом вы его, наверное, увидите, потому что это видео, если я выложу, то выложу его сейчас. Немножко нам взгляд на Турцию. Вот. Ну, сейчас не то, что грустно, сейчас, знаете, в голове такое состояние. Ты вообще ничего не понимаешь. Вообще мы должны были лететь обратно уже через 2 недели, где-то так. И вот вчера, позавчера мы должны были покупать билеты. Мы их не купили, потому что просто забыли. То есть, если надо купить билеты, мы не успели, надо купить билеты, не успели. И мы это не купили их. Там вот к Жанне подошли наши подписчики. Спрашивают, где Женя. Женя здесь снимает вложик. Вот. Я, знаете, друзья, хочу вам, конечно, всем пожелать терпения, крепкого здоровья, да, и хочу обратиться к гражданам, да, Украины и России и сказать о том, чтобы мы не забывали, что мы с вами братские народы, и ни в коем случае мы не должны воевать, не должны ругаться, мы должны жить в мире, в дружбе, уважении друг к другу. Но я надеюсь, в скором будущем у нас все так и будет, прям очень верю в это. Вот. Ну и, конечно же, чтобы все было мирно и спокойно, конечно. Через такие пути надо решать, но это не подвластно нашему народу. Все решается так, как решается на верхнем уровне. Правительство, элиты, только вот они решают, что будет. Вот. У нас, кстати, в новостях показывают одно. У нас, ну, здесь русские были каналы, в новостях Украины другое. В новостях BBC, там, да, Америка, другое, схожее с тем, как на Украине. Вот у меня лично, ну, мои работники тоже из ДНР, из ЛНР. Вот вчера, позавчера один работник написал, что он больше не может дальше работать, потому что его призвали. Там, кто может автомат держать, кто не может чем-то другим заниматься. В общем, вот так вот. И до этого, ну, когда все это начиналось, сколько лет назад, у меня тоже там и больше было работников. И я, ну, слышал их истории, они мне рассказывали, что их бомбят, украинцы. Вот. Ну, естественно, знаешь, что это не жители Украины, да, это вот наемники все. Бандеровцы. Не хочу вот честно даже вот эти вот названия все произносить, потому что кто-то говорит, что это вообще русские бомбят ДНР, ЛНР. Вот. Но мне вот сами жители говорили, что оппозиция, вот эти бандеровцы, все там вот это их бомбят. Давайте, передавайте привет. Давай, передаю привет своей любимой жене. Скоро мы приедем. Всем родным, близким. Всем родным, близким, спасибо большое. Мы смотрим Евгения, отличный блог. Смотрите, подписывайтесь, ставьте колокольчики, лайки. Спасибо. Подошел мужчина, пообщались. Все, спасибо, удачи. У меня микрофон, да, забыл. Мужчина подошел, пообщались, и произошло у нас, знаете, взаимопередача эмоций. То есть вы, наверное, видели сейчас секунду назад, какой я был и какой я сейчас. Он смотрит наше видео всей семьей. Он прям заряжен позитивом от наших видео, его прям, он рассказывал, переполняет эмоции, и он мне их обратно передал. То есть, представляете, как все происходит, я вам их передаю, потом мы где-то встречаемся, вы мне их обратно передаете, и я вам сейчас их опять по кругу заряжаю вот этот вот позитив. Я уже даже сбился вообще, о чем мы там разговаривали с мужчиной, тоже пообщались. Про отели пообщались, про цену. Вот мужчина тоже заметил, что буквально там за месяц цены в отелях поднялись. Ну, не за месяц, он, естественно, ну, вот не знаю, сколько он отдыхал здесь, вот уже, естественно, тоже заметил, что цены поменялись. Вот, ну и я заметил то, что да, раньше, месяц назад, прям цены в Мигросе и на продукты, на все были дешевле. Сейчас стали дороже. Сейчас уже, смотрите, пока съем, болтал, уже подтемнело. Ну, спасибо большое молодому человеку, что он меня сбил, просто сбил в правильном направлении. Я хоть улыбнулся, а тут целый день просто как вот овощ какой-то ходишь, мозг пытаешься там, чтобы он думал как-то там, да, в финансовом плане, еще в чем-то.
Но все равно ты все это смотришь, прокручиваешь, все эти новости, все эти ютубы, вот, и все это, конечно, влияет на нас с вами, на психику, на все остальное. Нет, ну, как бы, понятно, что она будет влиять, война. Это жесть, это даже, не знаю, это не жесть вообще, это просто, это не перед словами. Это. На момент получается, что никакие рейсы не отменены, все, кто должен летать, все вылетают, все рейсы, но они все с задержками просто идут, и там дольше где-то план полетов проходит, вот, сам полет, естественно, тоже дольше. Ну а что будет дальше, время покажет, но я думаю, что никакие границы не закрывать не будут, если все сейчас это вообще быстро устаканится. Я очень надеюсь, что там, как говорят, что до 4 марта все должно вообще устаканиться. Вот, то, конечно, все туры будут открыты, да, что будет с ценами, тоже не знаю. Вот, слышал, ну, как Жанна разговаривает с туристами своими, да, что те, кто уже купил тур, я думаю, что сейчас отменять никакие туры точно не стоит, потому что я думаю, что деньги сейчас будут возвращать, как бы, наверное, очень долго. Вот, проще, наверное, оставить тур свой. Я надеюсь, что он состоится, но в крайнем случае будут какие-то переносы. Ну, мы это все уже с вами проходили вот в эти ковидные времена. Вот, и те, кто, да, оставлял туры, они потом за эти же деньги улетели, потому что сейчас, ну, естественно, курс у нас видели, когда плавает. Скачет даже, можно сказать, здесь он не плавает, вот, то туры, конечно, могут быть дороже, если у нас расчет в долларах останется. Сейчас, на самом деле, это просто история, да, это вот день истории. Сейчас мир тоже очень сильно изменится, как ковид изменил мир, так и эта ситуация, она тоже очень сильно изменит мир. Как раньше говорили, что может быть переход на расчет, да, рубль-юань, да, то есть через юань будут все конвертироваться, может быть придет цифра, да, цифровая валюта, потому что не просто так цифровой рубль уже подготовили перед всеми этими делами, да, может быть вообще через крипту все будем рассчитываться. Вообще вполне возможно, что и доллар уйдет вообще на второй план, он может стоить 150, потом он может стоить, если все уйдут на перерасчет другую валюту, через юань или еще что-то, через цифру, то доллар обесценится, экономика Америки просто грохнется, вот, и... Но это просто мои предположения, ни в коем случае не рекомендация никакая, вот, то есть я просто, ну, так рассуждаю. Буду, наверное, все-таки я вам выкладывать все свои видео, да, чтобы хоть как-то, да, разгрузить, хоть немножечко эмоционально отдохнули вы, да, и я эмоционально как тоже отдыхаю, когда смотрю эти видео, эти вот, ну, солнце, все это, конечно, дает какой-то заряд позитива, заряд эмоций, несмотря на все, что происходит, да. Я не говорю, что не надо на это закрывать глаза, да, ну, вы меня поняли. В общем, я думаю, кто меня смотрит давно, понимает, о чем я хочу сказать, вот, потому что, как бы то ни было, ну, где-то надо черпать что-то вот, что будет поднимать настроение, потому что иначе так просто можно уйти в адскую депрессию и хрен знает, там вообще мозг просто закипает. Вот мужчина подошел и просто вот меня зарядил, я хоть начал улыбаться. Я думаю, если бы не он, я бы в этом видео ни разу бы вам не улыбнулся, да, вот хоть как-то что-то там повеселело немножечко. Да. Потому что я понимаю, что кто эти видео сейчас могут смотреть и люди и с Украины, да, нас там смотрят. Огромное вам вообще всем соболезнования, да, прям поддержку хочу выразить вам. Конечно же, мира, добра всем, вот, ни в коем случае не примите мои слова, да, как какой-то, не примите их неправильно. Вообще, честно, я не люблю такие видео снимать, вы знаете, да. Сейчас я, ну, включил камеру, да, было желание снять, показать вам, что есть, да, поскольку как бы мы улетаем, все это рассказать. И вот все, когда меня вот уже не прет, я не начинаю, ну, я уже все перестаю снимать, я никогда из себя не стараюсь ничего выдавить, да, там, чтобы что-то сказать, там, для какого-то хайпа, понта, еще что-то, вообще это ненавижу, вообще это не люблю, и чтобы вы знали, вот мужчина тоже сейчас спрашивал, я говорю, что YouTube это у меня вообще хобби, я монтирую эти видео, то есть снять для меня это вот просто достал камеру, я прям разговариваю, меня заряжает, у меня эмоции, и вот, ну, когда снимаем солнечные видео с вами, позитивные, с отелями, вот, а монтаж это как бы, ну, дело сложное, вот, ну, для меня, естественно, не сложное, вот, но это нужно время, вот, и я снимаю по полчаса, там, монтирую по часу, по ночам, когда кладу детей. То есть это мое хобби, да, у меня основная работа, у меня много всяких, ну, проектов, направлений. И я работаю, там, можно сказать, не знаю, ну, 10 часов минимум в сутки, а то бывает не 12. То есть здесь у меня было, что я в 6 встал и в 3 часа ночи лег. Потому что тоже монтировал видео для вас, аж нечего было уже выкладывать, надо просто монтировать, потому что здесь все время где-то ездишь, что-то делаешь. И все. Вот так вот. Ну, в основном, как бы, да, мало времени занимает, но иногда поднапрягаюсь для вас и монтирую до поздней ночи.
Вот, а так днем, конечно, на это на все время у меня нету. Вот, потому что надо работать, надо кормить семью, надо обеспечивать кредиты, надо платить за квартиру, как и все, я такой же, как и все. Вот, да. YouTube это как бы мое хобби. То, что платит YouTube, я могу по-честному сказать, там бывает, да, сейчас он, ну, $400, $500, да, этого даже не хватит, чтобы одну семью, чтобы мою семью, да, отвести в одну сторону, в перелет, потому что некоторые какую-то пишут иногда ерунду, что нам там платит отель и так далее. Нет, мы сами за отель платим. Иногда приглашают, да, я говорю об этом, что мы приехали в гости в отель. Вот. А так в основном как бы все сами. Все основной работой. Сейчас, кстати, да, работа опять тоже может, как и в ковид, да, помните, у нас был такой переход больше из одного направления работы, да, в другое, то есть где-то кто-то потерял, получается, в работе, в прибыли, и, ну, было перетекание рабочих процессов, то есть новые направления были. Сейчас, возможно, тоже что-то поменяется, поэтому, друзья, смотрите вперед. Вот. Пытаюсь сакцентировать, да, затронет ли вся эта система, вот вся эта вот ситуация в ваше направление, да. Если затронет, то надо куда-то перетекать в то направление, которое будет более приоритетно сейчас. Вот. Ну, главное не сидеть на месте, а работать, трудиться, стараться, двигаться, ни в коем случае не останавливаться. Развиваться, самое главное, развивайтесь, смотрите на YouTube разные обучалки, да, сейчас можно зарабатывать на монтаже видео, да, это очень востребованная тема, у нас очень актуальна. Вот, на всяких программированиях, да, то есть это тоже очень актуально. Там IT вообще в Турции очень плохо развито, да. В России у нас IT очень круто скаканул там за последние годы, с десятилетия так вообще выросло. Ну, то есть вот эти все сферы удаленные, они сейчас очень-очень востребованы будут. Ну, опять же, никакие не рекомендации, не хочу никого учить, ни к чему стремиться, просто, ну, вот, когда надо немножечко отвлекаться, мыслить, двигаться, направляться куда-то. Ну и, конечно, путешествовать, если у нас все будет хорошо, дай бог. Вот, будем ездить, путешествовать дальше с вами. Я вам буду все снимать, заряжать вас. Вот, очень надеюсь, что, конечно, да, все у нас быстро пройдет, да, все устаканится, утихомирится, и мы будем жить в мире, в радости, в добре. Вот, чтобы очень хочу, давно хочу, чтобы граждане Украины, да, и граждане России, вот как были изначально братским народом, так ими оставались, да. В Украине, честно, я никогда не был, но был в Крыму очень много раз, наверное, не знаю, 15. Краснодарский край, Сочи, тоже все объездил, но это уже Россия. Вот раньше, когда был в Крыму, это был, он в состав Украины входил. Опять же, да, вот, ну, все эти дележка территории, все что-то кто-то делит, да, на самом главное, это, ну, я понимаю все эти политические законы, проекты, что там НАТО, не НАТО, все вот это как двигается, я это все понимаю, но не хочу об этом говорить, об этом рассказываться, просто хочу, чтобы мы все с вами жили и в мире, в добре, в радости, были братьями славянами, у нас всех одна вера, чтобы все у нас было хорошо, да, жили все в достатке, счастливые. Ждем наш рейс, пойду что-нибудь перекушу. Вот они, детки мои, раз детеныш, он два детеныш, третий детеныш дома сидит. Поставил на зарядку уже аккумуляторы все, но все машины разрядились, я удаленно смотрю по спутниковому управлению, все аккумуляторы сели за 2 месяца. Ну там еще сигналка это стоит, она высасывает немного напряжения. В общем, ждем рейса, у нас в 15-й, мы сели 14, потому что там такое закрытое место, где вот все курят, знаете, наверное, в этом аэропорту. Напротив сип-лаунж мы сели. И что хотел сказать, я сегодня в мыслях путаюсь вообще, как это, как иголка в стоге сена. Не, ну не так, конечно, чуть попроще. Ну я вспомнил, что хотел сказать, пока вам фразу перекидывал. И мы когда сюда летели, тоже Победа летели, мы же чуть не опоздали на рейс, кто смотрел, мы просто бежали бегом вообще с этими рюкзаками тоже. И вот пикнули билеты, и у нее закрылось сразу же, буквально 3 секунды. Нам говорит, 18 секунд осталось, у нее там идет таймер, когда закрывается. Победа все очень жестко, все очень строго, потому что там всего 2 автобуса, и они везут на самолет. Всего 2 автобуса, на весь самолет сразу их битком загружают и едет. То есть все это сделано для экономии. Ну, это плюс, потому что билеты дешевле. И мы тоже летим Победа. Так мне Победа очень нравится. Покупаешь просто сразу себе багаж, учитывая, что у тебя ручная кладь должна быть здесь калибратор. То есть, ну, если что, ноутбук можно вынуть. У меня вот здесь ноутбук. И вот так вот примять чуть-чуть, и все, и входит. То есть это допускается Победы, вынули ноутбук, рюкзачок, калибратор запихнули, на сайте у них есть все размеры. И все, и прошли. Все, видите, у меня тут деток рюкзак. Я Полькин кладу в большой, это свой. И Никитоса тоже кладу в свой большой, потому что у меня там техники, у меня есть дрон FPV у Никитоса, здесь у меня камера моя большая. Стабилизатор я в чемодан убрал, в общем, техники понавозил. Но это все больше там для других коммерческой съемки, там рекламные видео снимать.
и так далее. Сейчас, может, объект недвижимости буду снимать, профессиональные ролики не делать за дрона, вот это все. Тоже развиваюсь, отучился недавно вот на Movie Park School в школе. 140 тысяч отдал, я в кредит взял. Вот. Ну, тоже это я инвестирую в себя, вот развиваюсь там. Ну, и были, конечно, там и другие курсы, там и подешевле. Я взял сам продвинутый, но вот вторую часть в Турции я просто не смог пока заниматься. Ну, там ее можно сколько угодно растягивать. Вот. Первую дипломку я сделал, кто-то, может быть, видел. Вот. Ну, я, кстати, тогда, да, показывал на видео эту дипломку. Не в финальном варианте, она там очень сильно приукрасилась, саунд-дизайн я там сделал, все. Вот. Ну, поэтому тоже, да, развиваюсь. Сейчас хочу снимать уже рекламные ролики для отелей, для недвижку снимать, строительство их все. Видите, как получилось, да, хотел уезжать, сделать вам видео, ну, как поснимать, как мы уезжаем, все, но уезжал просто без настроения абсолютного, потому что, ну, сами понимаете, то есть просто уже здесь достал камеру, хотел вам показать, что в аэропорту, вот, но потом немножко пробило меня на монолог мой. Ну, у нас с вами диалог, потому что вы все смотрите, отвечаете мне в комментариях. У нас с вами может считать диалогом это. Потому что я общаюсь с вами как со зрителем. Кстати, вот некоторые блогеры сейчас очень многие переходят на ты, говорят ты. То есть, типа смотрит один человек. Но я как-то не знаю, мне кажется, что все-таки надо быть более уважительными, да, общаться на вы с незнакомыми людьми. Вот. И когда вы уже находите контакт, можно уже и на ты переходить. С вами есть контакт, наверное, поэтому они пишут на ты. Нет, я все-таки уважительно буду, потому что нас и взрослые люди смотрят. Поэтому стараюсь так вот на вы. Олька, что там смотришь? Откуда у тебя YouTube? Это у тебя сохраненное видео. YouTube Kids. Да, у нас такое какое-то, да, ну, влоговое видео происходит без всякой музыки, точно. Никакой музыки здесь не будет, никаких вставок, никаких перебивок. Просто так вот пообщаемся с вами. Вы общаетесь, да, пишите комментарии, потому что я на все комментарии лично отвечаю. Все просматриваю, сразу же я говорю, какой-то хейт, какой-то спам. Все сразу в бан, все сразу в блок. Естественно, настроена фильтрация. Если вы пишете какую-то гадость, какую-то ересь, какую-то рекламу других каких-то каналов, все сразу на модерацию уходит и сюда не доходит. Поэтому, кто хочет похейтить, друзья, даже не надо разжигать бескультурие, неуважение. Как я уже говорил, мы должны все жить в мире, в добре, и поэтому, если хотели что-то написать гадостное, напишите что-то позитивное. Что? Это вот так все надо нажать, и вы сами улыбнетесь, вот посмотрите. Напишите что-то позитивное, там, смайлик пошлите, и вы сами улыбнетесь. То есть даешь людям добро, сам получаешь добро. Поэтому, ну, а кто это делает, вы большие молодцы, спасибо вам большое. Вот так тебе другое видео. Папа тебя не учил, что нельзя перебивать? Зуб выпал у Польки, беззубик такой стал. Да, и напишите, знаете, что, продолжать ли влоги в России снимать. Ну вот, потому что мне это вообще обычно, мне кажется, это так неинтересно. Меня там и не прет, я что-то там не снимаю. В Турции я много снимал, много еще что вам покажу. Надеюсь, успею смонтировать до того, как мы обратно в Турцию вернемся. Еще у меня столько материала копится, иногда даже какие-то отели, они теряются где-то там. Потому что уже более свежий материал появляется, который прям хочется выложить, эмоции идут, и просто теряется некоторый контент. Это еще Инджи Фазелис потерялся, завис. Мне кажется, уже я скоро в него пойду отдыхать. Ну, практически все видео, да, ни одно видео не осталось. Все равно какие-то периоды были, вот тогда пандемии, я все это домонтировал, все вам выкинул, но уже, к сожалению, это не актуально, и вы уже не смотрите, потому что не сезон и не интересно. Но все равно будем стараться, чтобы все было вовремя. А вот и Жанна подошла. Как многие пишут, вечно в телефоне, да? Потому что много работы, она всегда на связи со своими туристами. Постоянно. Вот. Ну, когда я не снимаю, мы общаемся. Такое бывает. А когда я снимаю, ну, то, что делать свои дела. Да, и вдруг кто не знает, на всякий случай надо заполнить на сайте госуслуги регистрация для пребывающих. И внести там все данные. Если вакцинирован, то автоматом погрузится анкета. Если нет, то по прилету сдача ПЦР-теста. Либо можно заполнить бумажку в самолете. Сейчас уже, наверное, ночной рейс будет, все спать будем. То есть можно либо на сайте заполнить в приложении, либо вот так вот. Мы вот с этим подписчиком нашим уже встречаемся раз 4-5 встреч, каждый раз останавливаемся и болтаем. Прям, и каждый раз он мне поднимает настроение, прям вот улыбка сразу на лице, человек, видите, как послан был мне встретиться, поднять настроение. Слушайте, 6-й или 7-й раз. Просто у нас прям это пересечение какое-то.
Я же забыл опять, что хотел вам сказать. Да, хотел сказать, что я обычно всегда хожу в маске. То есть я вот, когда говорю, и народу мало, я маску снимаю. То мне некоторые пишут, вот сам за маски топит, а сам без маски ходит. Я ее снимаю, чтобы у меня и так эффекты фикции, да, говорят, что меня плохо слышно, да, кстати, это правда. Мне надо над дикцией поработать или нет, или нормально слышно, потому что иногда такие сообщения в комментариях проскакивают. Вот, и еще и в маске как бы звук заглушается и глухо получается, потому что микрофон еще у него высокий, высоких мало, а низких много, то есть басит немножечко, и поэтому иногда кажется, что эффект фикции. Раньше, когда я на Соньку снимал, вообще ни разу такого в жизни не писали. Вот, не знаю, может просто говорю быстро и из-за этого какие-то слова пролетают там или фразы. Разные микрофоны. Сейчас еще, может, один куплю себе за 1000. На эту, на Osmo Pocket, вам ее не видно, зеркала нету. На эту вот Osmo Pocket, не знаю, видно, нет. К ней только этот микрофон подходит, иначе здесь надо с какой-то переходничком, который все время отходит. В общем, геморрой. Так камера удобна, стабилизация, но вот со звуком вообще беда, вот с микрофоном уже получится. Но я вот прям с вами стал общаться, и вот прям как-то настроение поднялось, уже все, и улыбка на лице, и мужчина это. В общем, обмен с зарядом положительных эмоций. Сейчас Жень тоже подхожу, он это все видео там смотрит, кто-то что-то выкладывает, и непонятно, где-то, может, это старые какие-то записи, кто-то выкладывает, то ли новые, непонятно, кому верить, да, в общем. Не знаю вообще этой темы. В общем, надо как-то немножко все равно отвлекаться, потому что иначе можно реально грузануться в депрессии, поэтому если у вас есть возможность отвлекаться, отвлекайтесь. Заходите в плейлист, смотрите мои видосы все. Ну, что-нибудь позитивное тоже смотрите. Надо немножечко разгружать, это обязательно надо, прям вот, потому что и болезни могут полезть, и все остальное. Депрессия это как бы, страшная штука, она может подсознательно будет сидеть, и надо вот встречать людей вот таких вот и заряжаться эмоциями немножечко. Я вас тоже немножечко заряжаю. Надеюсь, немножко добра я вам вот какого-то передал, каких-то позитивных эмоций. У нас время бутерброда. Папа достал свой волшебный рюкзак, где куча сладостей, хлебушек, колбаса турецкую. Лучше, чем всякие бургер-кинги, да? Уютненько сел, бутики покушал, домашняя остановочка сразу навеивай. Мультяшки посмотрел. Ну что, посадку открыли на самолет на нашу. Все активно загружаются, мы тоже. Боимся опоздать на победу. На победу не ждите. Последнего идите. Одного товарища не пустили, он был там просто в зюзю. Не скажу, куда гляжу. И у нас, кстати, никого калибратор не проверяли, ни там, ни тут. Мой рюкзак весит килограмм 10 весит, а может только 5. Не пропустили бы, но я бы вынул бы еду. Съел бы и прошел. Вот здесь у нас не автобус, здесь у нас трап. Победа бонус сделала. Хотя, может, в Турции всегда было, что-то я не помню уже. Давайте атмосферу самолета вам небольшую. Еще пока никого нет, сяду окошко. А так мои сели там, а я один буду здесь с края. Сейчас стюардесса спрашивала, сколько летели, 5:15 через Казахстан. Ну, здесь должны без задержки. Мало самолетов там на взлетной полосе. Что, друзья, мы добрались уже. На самом деле по времени лететь то же самое, 5 часов. Было 3:50, сколько я уже забыл. Ну, то же самое, ничего сложного. Все, друзья, мира всем вам над головой. Удачи.